И это значит, что мы в эфире. И традиционно в эфире. И раз это уже суббота и 11 утра, то... Так, Владимир. Да. Что-то у нас небольшое зависание произошло. Ну, есть, все. То какое-то зависание было. Итак. Сейчас. Проблемы со связью традиционно. Или нетрадиционно. Да, работа в студии, в работе в студии есть свои преимущества. Там, по крайней мере, нет зависания интернета. Ну ничего, сейчас Владимир к нам подсоединится. А я здесь же, нет? Да, все, Владимир с нами. Итак, стартуем еще раз. Итак, всем здравствуйте, Владимир, здравствуйте, кто нас смотрит. 11 утра, суббота. И это значит, что заседание нашей церкви неверующих объявляется открытым. И мы начнем наше сегодняшнее вещание в прямом эфире. Эхо, странно, эхо. У кого эхо? Тут мне пишут, что эхо, но не знаю у кого. Раз, два, три, четыре. У меня есть Владимира эхо? вроде норм, все нормально. Это, видимо, у кого-то. Вроде все хорошо. Ладно. Если что не так, я по ходу... все норм пишут, замечательно. Я по ходу еще буду проверять, контролировать звук, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Ну, все-таки начинаем. Я тут готовлю очередные серии философии за 5 минут и перечитываю в очередной раз Аристотеля, Платона, так уж получилось, и с ужасом понял, что есть огромная проблема. То есть сейчас вряд ли кто-то будет говорить, что Аристотель там правильно пишет, например, об астрономии, о планетах. Никому не придет в голову вообще, есть плоскоземельщики, но их мало, но повторять бред Аристотеля, например, о планетах никому в голову не придет. Точно так же никто не будет рассказывать, что автомобиль едет, потому что там внутри сидит 100 маленьких конячек, которые своими маленькими ножками двигают машину вперед. Или то, что компьютер – это соединение воды и земли, и в определенной пропорции он дает изображение. Но это же бред. Точно так же, как логику Аристотеля тоже никто давно не использует, кроме католических священников и до сих пор, которые тормознулись. Но при этом мы 2500 лет живем в одной и той же парадигме аристотельского правительства. Да? То есть считается, что вот нет ничего другого, кроме того, что вот Аристотель 2300 лет назад написал, что вот есть монархия, есть тирания, есть олигархия, есть демократия, есть там политика. У Аристотеля сложная такая была еще схема о том, что и не аристократия, и не монархия. И вот в этом... и олигархия еще есть. И вот других форм правления, другого вида государства в принципе быть не может. И мы, в принципе, сейчас... Вообще-то удивительно, что за 2500 лет никто не придумал ничего нового. И сейчас мы в виде, наверное, Коперника и Ньютона, которые пытаются пробить и объяснить людям, что, ребята, все не так. За 2500 лет человек изменился, все изменилось. Нельзя жить в том, что было когда-то считалось правильным. Но сейчас мы уже перешли совершенно в другую фазу. И это я так длинно начинаю к тому, что мы переходим теперь к проповеди Владимира Золотарева, и мы пытаемся теперь как-то менять отношение людей к жизни и взгляды на то, что на самом деле все не так, как вам вдалбливали в голову 2300 лет. И за это время цивилизация успела повоевать уже столько раз, и государство принесло столько бед и несчастий, продолжает их приносить, что верить что ничего не изменилось за это время, было бы как-то странно. И вот после такого длинного вступления я все-таки передаю слово Владимиру.
Ну, я тут уже не удержусь, тогда прокомментирую, потому что это действительно смешно. У меня когда-то был этап в жизни, когда, значит, я писал рецензии на учебники. Есть такая, ну, кто в курсе, тот знает, что есть такая тема, скрытое это самое рецензирование. Вот, то есть, когда вы пишете, например, хотите написать учебник для вуза, да, и вам там заказывают, и деньги вам платит некий фонд, к примеру. Ну, в данном случае это был фонд Відродження, Соросята, да? Вот. И тут Сорос И протянул да, и свою тут длинную Сорос, руку. а фонд этот потом нанимает рецензентов, которые анонимно пишут рецензии. Вот я был одним из таких рецензентов. Вот, за маленькую денежку писал, значит, от Сороса, да, вот мне Сорос платил тогда. Ну вот, писал, значит, рецензии закрытые на учебники политологии. Вот. И в одном из них это был просто поразительный учебник, как раз вот пример вот такого, значит, удивительного подхода. Я очень хорошо запомнил, потому что я тогда очень злую дописал рецензию, разгромную совершенно. Вот. И этому чуваку не дали денег. Вот. Но опять-таки, ты когда получаешь текст, то ты тоже не знаешь, кто его писал, он тоже анонимный. Ну, то есть вот так это работает. Вот, то есть я не знаю, кто был автор этого учебника, но у него, значит, была такая классификация государств, он, значит, там государства бывают островные, континентальные, там еще, и вот такая вот, ну, совершенно вторичные какие-то признаки, то есть, которые, ну, ни о чем, да, то есть, и все, и на этом он останавливался. То есть, вот есть только какие-то вот такие вот, значит, там островные и эти самые континентальные, а все остальное это не имеет уже значения, то есть, как там, что, почему. Вот. Вот похожая история, кстати говоря, вот с аристотелевским этим делением, на которое я лично никогда внимания никакого не обращал. Вот, потому что оно тоже ни о чем. Можно еще начать с того, что все эти архии, а есть еще кратия, например, а есть архия, да, и вот давайте будем копать разницу между ними, вот давайте будем копать, вот, и будем копать, и просто мы тогда попадаем в контекст, значит, греческой культуры, которую мы сейчас, конечно, очень плохо понимаем, потому что разница есть, но она, очевидно, все-таки не такая большая, да, потому что кратия – это право, ну, применять силу, грубо говоря, да, поэтому иногда употребляют термин монократия, вот. То есть монархия – это просто, грубо говоря, верховная власть одного, а монократия – это когда все ну, применение силы сосредоточено в руках одного человека, да, то есть при монархии может быть как бы вполне частное насилие, и, собственно говоря, средние века так и жили, да, то есть насилие не было монополизировано в такой степени, как сейчас. Вот. А монократия – это совсем другая история. Но это на самом деле детали. То есть это такие детали, которые ну, могут быть интересны специалистам, да, вот, для своих там классификаций, когда они уже подробно там по косточкам разбирают, значит, вот то или это. Вот. Но для базового понимания, как основа базового понимания различных там социальных, скажем так, систем, вот, оно значение имеет минимальное. Минимальное имеет значение как разница между олигархиями, там, монархиями и прочее, прочее. Так же, как и вот это еще кратия, куда мы там, значит, пытаемся ее тоже, ну, применять. Потому что есть и такой как бы дискурс, когда появляются люди, которые говорят, а почему архия, давайте кратия, значит, вот давайте разберемся, и оно действительно отличается, да, отличаются, конечно. Вот. Но это уже там детали, там какие-то кости, да, мелкие. Ну вот. А принцип важен, допустим, у нас это млекопитающее, да, или это там динозавр какой-то. Вот это важно. Вот. А то, что у него там какая-то косточка где-то вот такая, а не такая, это уже как бы уже вторичное совершенно или там третичное имеет, ну вот как бы значение. Гораздо важнее было бы ну, достаточно точное вот описание всех систем, которые породило свободное общество, потому что они разные. Вот, у них есть базовые, как бы, общие вещи, такие, как обычное право, оно, я много раз говорил, похоже и ну, практически идентично в базовых моментах во всей эпохе, во всех странах. Вот. Но на этой базе они как бы возникли совершенно разные общества, такие как ирландское и исландское. Оба они хорошо известны, хорошо достаточно описаны, вот, но они и то, и другое, можно сказать, такая версия анархии, вот, но они совершенно разные. Да, и когда мы говорим, вот анархия, вот она Исландия, вот она Ирландия, но это два разных общества абсолютно. Их надо тогда уже отделять друг от друга, а этого отделения нет. Вот. Или возьмем там какое-то племя и, допустим, то общество, которое было на Диком Западе в США. Это и то, и другое – это анархия, да, но это как бы совершенно разные, опять-таки, общества.
Вот. Но для этой классификации это одно и то же. Да? Это какие-то дикари, значит, непонятные. Вот. И нам все время говорят, значит, да вы что, там хотите, чтобы, значит, были вот эти дикари, там бегали опять как вот это. Почему? Потому что вот этой разницы нет, а она огромная. А в науке нет. А в науке у нас там Аристотель со своими вот этими, значит, колесом, этим, значит, где там одно в другое превращается у него там постоянно. Вот. Ну, он просто описал то, что он видел во времена, так сказать, тогда, когда он жил, да, потому что в полисах постоянно это происходило, там то одно, то другое, то олигархия, потом какой-то тиран там заводился, потом они его скидывали. Ну, вот. То есть, да, это постоянно действительно там колесом, значит, шло. Но это не значит, что это какая-то универсальная закономерность, значит, которую вот, потому что это сам Аристотель сказал. И вот теперь мы, значит, все так думаем, да. Ну, вот. То есть, да, конечно, и в принципе с государством та же самая история. Есть такой подход к, ну, назовем его, ну, скажем так, риторическим подходом к критике, значит, существующих порядков в целом, ну, и государства в частности. Он, конечно, такой конструктивистский, но тем не менее. А вот почему он состоит в том, что вот почему вы решили, что вот то, что там придумали действительно 2000 лет назад, да, оно, ну, как бы хорошо работает, и оно вот как бы навсегда. Давайте будем это менять. То есть, да, вот у нас есть государство сейчас, но почему это данность, почему это хорошо, да? То есть давайте так на это смотреть. Вот. Но подход этот страдает одним как бы недостатком, то, что он подразумевает, что это можно вот так вот взять и росчерком пера, значит, там, ну, вот как-то изменить, да. Ну, вот. Кое-что можно, кое-что нет, но вот тем не менее вот этот конструктивизм, он очень опасный. Но тем не менее, как риторическая такая фигура, это может существовать вполне. Потому что да, действительно, ну а почему вы решили, что это меняется, то меняется, и сами бегаете тут, значит, с флагами и машете, что мир изменился, там, трали-вали, но вот в самых принципиальных моментах почему-то мир у вас не меняется. Он меняется в какой-то чуши, вот, и вы на этом, значит, вот, всячески достаиваете. А в главных, значит, вещах, а именно в том, что люди находятся в рабстве сегодня, вот, массово, да, и вы почему-то так закрываете глазки, значит, и делаете вид, что ничего не происходит, и ничего менять не надо. Вот. Ну, а сегодня как раз я хотел несколько слов сказать о теме близкой к этой тоже, именно ну, в связи с последними мавосрачами, о происхождении, скажем так, этих вещей, то есть немножко прокомментировать. И почему они возникают именно сейчас? Они возникли там 30 лет назад. Хотя там, конечно, это всегда находилось, ну, это всегда было, всегда как бы было частью этой всей, значит, политики. Но, тем не менее, Украина как раз и вся в целом Восточная Европа отличается тем, что она жила в разное время и с разной интенсивностью при социализме, скажем так, да. И вот, собственно говоря, той внутренней культурной революции, которая произошла во времена перестройки и после нее в умах советских людей, было осознание коллективизма как такового. То есть, что, ну, собственно говоря, лозунг-то основной пролетарской революции и та, назовем ее так, философски-логическая база, на которой все это строилось, состояла в том, что есть, ну, Маркс, собственно говоря, что есть класс угнетателей, вот, а есть класс угнетаемых. Да? В данном случае Маркс определил класс, значит, угнетателей – это буржуазия, а класс угнетаемых – это, значит, пролетариат. И пролетариат, как следствие, хороший, вот, а, значит, буржуазия плохая. И что самое важное, что угнетатели как бы всегда будут угнетателями, они всегда будут угнетать, значит, этот пролетариат до тех пор, пока пролетариат их оттуда не прогонят. Вот. И принадлежность классовая, она не меняется. То есть это характеристика, которая с вами, что называется, всю жизнь. То есть если ты там был, условно говоря, сыном какого-то лавочника, то ты буржуа уже по жизни, значит, и это клеймо, которое ты смыть не можешь. Вот, то есть никак ты этого, ну, не изменишь. Вот, когда, и, собственно говоря, вот разоблачение, понимание всего ужаса вот этого подхода и к чему именно это и привело, да, то есть потому что это и стало как бы
причиной всех, ну, как бы, вот оправданием, да, внутренним вот оправданием всех этих ГУЛАГов и всего, значит, того ужаса, значит, в котором жили советские люди. Ну вот, потому что, понятно, когда буржуазия закончилась, тут, значит, в ГУЛАГ пошли, значит, пособники буржуазии, вот, потом, значит, коммунисты начали сажать уже друг друга, но, опять-таки, не потому, что они коммунисты, да, а потому, что они плохие коммунисты, то есть они, как бы, вот, их вот приписывали к враждебному вот этому лагерю, который исправлен быть не может, как мы знаем, то есть он всегда будет такой, он всегда будет иметь это тавро вот, на себе, и исправлен он может быть только, будучи, так сказать, отправленным в лагерь, где его там убьют там рано или поздно. Вот. И вот это осознание вот этой штуки, что деление на группы, и причем группы, которые не меняются, скажем так, да, статичные абсолютно группы. То есть, если тебя какой-то приписали, то ты уже ничего не сможешь сделать для того, чтобы оттуда выписаться из этой группы. Вот. Оно как бы порождает этот ужас. Это было главное открытие вот этой перестройки и того, что пошло, ну, еще чуть позже, когда об этом думали, когда это обсуждали, когда это проговаривали и так далее. Попутно был еще один шок, который как бы помог осознать вот то, о чем я говорю, а это именно понимание того, что нацистская Германия, которая была жупелом во всем мире и остается, да, ничем не отличается от Советского Союза. Вот для советского человека, для постсоветского это аксиома. Да, вот скажите это западному какому-то интеллектуалу, он, значит, он там заплачет, не знаю, спрячется в каком-нибудь там safe space, там будет искать там еще что-нибудь, вот, либо вас там будет призывать заканцелить, потому что вы страшные вещи говорите, как это так. А для советского человека это аксиома. То есть было понято вот эта вот вещь, что нет никакой разницы между видами коллективизма. Да, потому что нацизм строился по точно такому же принципу, вот, и стало тогда же понятно, что любая идеология, которая строится по вот этим вот, по принципу вот этих статичных противопоставляемых друг другу классов, она неизбежно ведет к ГУЛАГам, неизбежно ведет там, к гражданским войнам и так далее. И, ну, как минимум, она ведет просто к стагнации, там, к деградации, точнее, вот, как это было в социалистических странах. То есть это такая мощная, вот то, что говорят, прививка социализма, которую имеют в разной степени, конечно же, жители вот этих постсоветских или посткоммунистических стран. Почему там так туго проходит вот вся эта современная повесточка с борьбой там женщин против мужчин, там трансгендеры, шмансгендеры, потому что люди в основном, особенно которые пережили Советский Союз, и у них осталась как бы память об этой дискуссии, они помнят, хотя бы интуитивно понимают эти все вещи, вот, они видят здесь то же самое. Да, то есть они видят здесь один в один повторение того, что они пережили, либо пережили их родители, вот, и то, что им рассказывали, и все эти, значит, кошмары социализма, да, то есть очереди, там, голодухи, вот, ничего нет, ничего нельзя купить, ничего нельзя делать, ни о чем нельзя думать, и ничего нельзя говорить, вот, и они понимают, что это есть вот весь этот кошмар, это есть прямое следствие вот этой базовой как бы основы этой идеологии, вот, то есть коллективизма. То есть мы говорим, одна группа постоянно угнетает, значит, другую, и поэтому она должна быть уничтожена. А дальше уже как хотите, так эти группы тусуйте на самом деле, да, и вот мы видим, собственно говоря, вот то, что происходит там на том же Западе. Вот, просто если раньше были виноваты, значит, буржуи, да, то теперь там виноваты белые мужчины во всем, вот, ну и так далее, и так далее, да, поэтому для нас это смешно, для многих, вот, потому что мы прекрасно знаем цену всему этому, и, ну, знаем, во-первых, что это ошибка, а во-вторых, мы знаем, к чему эта ошибка приводит. Вот. А с вот этим псевдонационализмом нашим, как бы, вот языком, та же самая фигня. То есть он как бы не рос по той простой причине, что и люди сразу вот начинали на вот этих вот всех вот фанатов шикать и говорить, да что ты такое говоришь? Вот. Мы только что вот это говно, мы только что из него вылезли. Ты нас опять туда тащишь. Вот. Поэтому 30 лет оно сидело, ну не то, что тихо, да, не тихо сидело, оно все время что-то там пыталось, значит, булькать, но почему оно вылезло сейчас? Потому что более активно, да, потому что, ну, во-первых, эмоциональное состояние войны, вот, а во-вторых, конечно же, то, что уже выросло поколение, которое вот этого социализма не застало. И не просто не застало, оно этой дискуссии вообще о коллективизме, этого прозрения, тем более, да, у него нет.
Вот, и им никто не рассказал. Вот, особенно все эти соросята и все вот эти вот негодяйчики молодые, вот, им же в институтах Аспена этого всего не говорят. Им рассказывают про глобальное потепление, про ответственность там, перед планетой и всякую вот такую вот чушь. Да? А про то, что людей нельзя делить на вот эти вот группы и противоставлять друг другу, и про то, что главное, что эти группы никогда не являются жесткими, как это представляются, да, но вот белый мужчина – это всегда будет враг, вот по нынешним всем этим расовым теориям там, и так далее, да, вот на Западе. Вот. Он не сможет свою белость, у них же там есть термин целый, whiteness, да, то есть это белость, вот это вот он ее изжить никак не сможет. Ну, вот все, вот он вражен, вот да, он может там ее как-то искупать там и так далее, но это все будет его фальшивые, значит, понятное дело, что, ну, потому что суть у него такая. Вот он whiteness и все, вот все, капец. Вот. То же самое же было, ну, у нас здесь, да, с буржуазией там и с этими, с пролетариями. Вот. Аналогично, значит, сейчас пытаются, значит, выводить расово чистых украинцев, значит, откуда-то, вот, и всех остальных, значит, тоже, значит, вот объявлять второсортной какой-то группой, вот, там, русскоязычные, которые там, как бы они не старались говорить по-украински, но они все равно, значит, там, москали, израдники, значит, и так далее, вот, и причина этого, как я считаю, вот является как раз то, что память о социализме, к сожалению, не вечна. Вот, к сожалению, не вечно. И вот этот вывод надо сделать из происходящего, что надо постоянно напоминать людям, в каком дерьме они жили. Когда меня, кстати, спрашивают все время, так что ж, 90-е было лучше? Я говорю, блин, конечно, лучше было. Ужасные 90-е придумали вот всякие журналисты и политики, да, что на самом деле я не видел никаких ужасных 90-х. Вот. Мне скажут, да, ты был молод тогда. Не, конечно, был моложе, чем сейчас, но я не был как бы молодым пацаном, у которого там гормоны играют, то есть это никак не связано там с молодостью, там, там, удалью молодецкой и так далее. Я работал, то есть как бы тяжело и много, ну вот, и зарабатывать на жизнь приходилось тоже, ну вот, но никакого ужаса я не видел. Да, там были бандиты, были разные там, конечно, варианты, вот, но вот этого какого-то там, это ужас 90-х там и так далее, ну, по крайней мере, у нас в Украине, кстати, известная вещь, что в Украине меньше было этого бандитства, чем в России, да, но там присутствовало, конечно же, да, но вот всяких таких вот пыток этих каких-то там ужасных, там, этого почти не было. Были разборки, были там, выезжали на стрелки, понтовались друг перед другом, значит, все эти, значит, бандюганы, вот. Ну, иногда была там стрельба, да, была стрельба, но вот именно вот такого, чтобы там кого-то долго мучительно пытать, там ручки-ножки отрезать, это менты потом стали делать. Вот. А как раз для бандитов это не было характерно, но это уже такое отступление. Вот, то есть есть как бы исторический опыт, вот, и о нем надо просто напоминать, потому что мы видим, что люди забывают, да, и они не видят, не хотят видеть, им надо тыкать нос, именно носом в то, что вы делаете то же самое, что делали коммуняки, вы ничем от них не отличаетесь. И, к счастью, есть еще вот эти вот уроды на Западе, значит, на которых тоже можно показывать, потому что они точно такие же, и, как правило, они для наших людей они вызывают смех. Да? И надо объяснять, с чем этот смех, ну, как бы связан, потому что ты же понимаешь, как бы, что на самом деле тут проблема не в том, что они там больше говорят на всякие там сексуальные темы, а проблема в том, что они делят точно так же, как коммунисты, значит, на одних и на других. Вот. И делят жестко, да, то есть вот ты буржуй, родился буржуем, и умрешь буржуем, другим ты человеком быть не можешь. Ну, вот точно так же, вот ты родился белым, вот у тебя whiteness, значит, и все, и капец. То есть вот как ты не старайся там, ну, вот, но whiteness тебя будет преследовать твоя всю жизнь. Вот. И здесь еще тоже последний момент, на который я бы обратил внимание, это момент обиды. Обида, или как он там называется, вот это вот на букву «Р». Ну, вот я это слово не могу выговорить, поэтому не буду выговаривать, а скажу перевод этого слова «обида». Вот. А именно, что находятся какие-то исторические, значит, обиды, и они, значит, разворачиваются. Вот, ну, понятно, что это делается с политическими целями, вот, для того, чтобы предъявить претензии людям, которые никакой вины за эти обиды нести не могут. Да, то есть, ну вот, допустим, берем Запад, там, значит, черные бегают, ну, не черные, а на самом деле белые от лица черных бегают и кричат, что все белые должны платить, значит, теперь компенсации за рабство.
Ну, вот. Но извините меня, значит, я никого не порабощал. Вот, да, то есть почему я должен платить какие-то компенсации? Ну и вины опять-таки пытаются вменить вину. А вина это ж на самом деле такая штука, это способ управления, да, то есть это способ контроля. То есть если человеку внушить, что он в чем-то виноват, значит, им уже легче гораздо управлять. Вот, потому что им всегда можно сказать, ну вот ты там можешь там искупить свою вину, или она будет чуть поменьше, так и быть, мы там тебе запишем там из 10 баллов 9. Вот. Если ты там что-то будешь делать или не делать, или будешь молчать. Да, ну, как правило, это работает психологически, как, допустим, самоцензура. Да, когда там начинают травить какую-то группу, то представители, которые могут быть заподозрены тоже, что они принадлежат к этой группе, они, как правило, стараются помалкивать, чтобы, значит, на них тоже не набросились. Там, и вот, ну, а зачем, собственно говоря, себе эти проблемы иметь. Да? Вот. То есть там разные механизмы, там психологические, там какие хотите, но прежде всего это работает как, ну, как политическая такая машинка. Вот, то есть мы находим кого-то, обвиняем его в чем-то, в том, что, при том, в том, что чего люди, принадлежащие к этой группе, не делали никогда. Вот, и вот начинаем там, значит, эту проблему ворошить. Вот. Вопрос в том, ну, отсюда, как следствие, конечно же, позитивная дискриминация, да, позитивная дискриминация, значит, там мужчинам, значит, всех мужчин кастрировать, потому что они могут, значит, там кого-то изнасиловать, не дай бог. Ну, и вот это вот в этом вот духе позитивная дискриминация с радостью, конечно, была воспринята в Украине, никакой дискуссии по поводу метода позитивной, так сказать, позитивной, на самом деле это обычная дискриминация, она позитивна только для тех, кто ее как бы организует. Вот, не было. Вот сразу с этим согласились, что можно там дискриминировать, например, по языковому признаку, да. Ну вот, при том, что если раньше шла речь о том, что там державная мова – это мова державы, да, то есть это вот там чиновники должны говорить, должны владеть определенным языком и на нем вот общаться как бы с подчиненными. Ну, ради бога, да, это ваша контора, придумывайте там себе какие угодно правила. Ну вот. Можно допустить, что это должно распространяться на государственные как бы, учреждения, такие как школы там, и так далее. Вот почему? Потому что они оплачиваются государством, принадлежат государству. Но оно же идет дальше, да, то есть оно и это неизбежно, потому что тот же мовный закон уже, значит, навязывает все эти штуки как бы частным предприятиям. Вот они уже требуют, чтобы там сайты, значит, в интернете были, значит, у предприятий, значит, выключены украинскую мову. Собственно говоря, а кто вы такие? А не идете ли вы в жопу, да, потому что, ну, собственно говоря, на каком основании вы все это делаете, почему? Почему мы должны? Вот это наша проблема, то есть если бы это будет язык, который непонятен нашим покупателям, мы прогорим. Вот и все. Это не ваше собачье дело вообще туда лезть. Ну вот. Теперь уже, значит, рассказываю, что на переменках нельзя, значит, по-русски говорить. Скоро, ну а вот уже и пошло, что там, типа, а вот в быту вы тоже, значит, вот этот министр Косвитки, да, он же, собственно говоря, в чем, так сказать, зашкварился, что вот и в быту мы тоже, значит, вот должны говорить вот определенным образом, и министры как бы на себя тихонько навешивают эту функцию, что он будет за нами следить, как мы там, значит, там разговариваем и так далее между собой. Вот, то есть это неумолимое вот это движение, да, то есть стоит начаться только здесь, да, и оно вот по этой логике оно будет ползти, 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 если его щупальца не рубать. Вот. Поэтому тут надо сразу сказать так, что никакой вины, так сказать, если вы лично никого не угнетали там по мовному или там по национальному признаку, то за вами нет никакой вины. Если вы не состояли там в КГБ в каком-нибудь, да, вот, если вы не работали там в отделах культуры и пропаганды, значит, там вот этих вот партийных, ну вот, не запрещали там украинский язык там и так далее, то вашей вины вот личной вот в этом во всем нету. Вот. Потому что вы такая же жертва советского режима, как и эти люди. Только вы в одном, а они в другом. Да? А где-то эти как бы ваши страдания пересекаются, а где-то они уникальны. Вот этих, значит, еще мучили по этому признаку, а вас еще, может быть, мучили, потому что вы еврей там или еще кто-нибудь. Вот. То есть, поэтому тут просто надо сразу четко отказываться от принятия чувства вины. Да? То есть нет никакой вины за вами. Я виноват только в том, что делал я. Вот. А приписывать мне по каким-то признакам, значит, то, чего я не делал, не, извините, это, значит, это коммунистические все вещи. Вот, и делать прямую отсылку всегда именно к этому, потому что этот коммунизм всегда можно предъявить, да, потому что мы его пережили. Вот, западные люди этого сделать не могут,
потому что они этого еще не пережили, он у них еще впереди, они к нему идут, а мы уже пережили, мы уже вылезли, мы впереди как бы исторически. Тогда, то есть мы пережили то, что они еще, то, что им еще предстоит пережить. Почему мы должны возвращаться обратно, значит, в свое мрачное историческое прошлое, я лично не вижу, так сказать, для этого никаких причин. Вот. Поэтому вся эта обида, значит, вся эта вина, она должна отрицаться, вот, безусловно. Вот. Ну, если кому-то хочется ее признать, ради бога, я опять-таки говорю, что это личное дело, да, но в принципе вины ни в моральном, ни в правовом, как бы, тем более аспекте на вас нет. Вот, потому что это не ваших рук дело. Вот. И опять-таки любое классовое, любое такое групповое деление жесткое, да, оно тоже должно отличаться. То есть и это надо четко отвергаться, это надо четко отличать от классификации. Потому что скажут, а вот же вы сами делите, там, значит, чиновники, не чиновники, мы классифицируем функционально причем. Да, то есть, когда человек перестает быть чиновником, когда он увольняется, значит, с этой работы, он для нас перестает быть чиновником. Все, он просто функционально к этой группе не принадлежит. Он не зарабатывает за счет грабежа других. Что, кстати, как бы полностью отличает вот именно этот метод классификации от вот этого классового метода, который приписывает эту функцию вечно тебе, вечно. Ты будешь вечным, у тебя будет вечный whiteness, да, от которого ты избавиться не можешь. А в нашем случае можешь, то есть не ходи на чиновничью работу, не живи за счет людей, вот, и ты не будешь относиться к этой группе. То есть это функциональное отделение, а не вот такое вот как бы жесткое классовое, типа Марксова. Вот, ну, на этом, наверное, все. Вот на сегодня, если есть какие-то вопросы, давайте. Да. Тут мне, кстати, на днях совершенно случайно в YouTube подбросил интервью Эммы Антонюк с Ириной Фарион. Сейчас объясню. Эмма Антонюк – это чисто соровская девочка, которая в любое интервью, которое она берет, она пропихивает свою соросовскую повестку. Неважно, с кем она разговаривает. Будь то Ива Бобул. Кстати, она прославилась тем, что Ива Бобул вот на нее матюкался и ушел с ее интервью. Поэтому она стала известной, собственно. Но она везде пропихивает свою соросятину, причем открыто. У нее есть целый раздел, где она начинает нести вот эту всю хрень. И вот она беседовала с Ириной Фарион, и я понял, что Ирина Фарион на самом деле нам гораздо ближе, как человек, который придерживается традиционных ценностей, понимает, что такое свобода, переживший Советский Союз и будучи всю жизнь антикоммунистом. И это было достаточно забавно. То есть это битва левой соросятины и правых националистов. Но это дело такое. Но тем, если возвращаясь к патриотам, все чаще у людей, которые считают себя патриотами, и эта мысль, она так пропихивается в массы, она становится все более популярной, как я смотрю, это вопрос о внешнем управлении, что вот Украина, и мы возвращаемся снова к известной фразе из Нестора Листописца, что земля наша обильна, да, и сытна, но порядка в ней нет, придите и правьте нами. И вот этот вот странный разрыв сознания у людей, когда только избавились от московской власти, и теперь одни готовы бежать в Евросоюз, чтобы пришли и дали законы, которые все спасут. Кто-то готов присоединяться уже к Польше полностью, вливаться и говорить, что все, мы теперь будем Польшей. Кто-то ждет американцев, там, надеясь на то, что придут американцы и сделают чудо, как там, в Южной Корее, в Германии или еще где-то. Хотя на самом деле наоборот. Если придет Международный валютный фонд, и тут возникает вопрос, что либертарианцы остаются последними, кто действительно борется за независимость украинской державы. Это какой-то просто парадокс уже получается. Потому что многие националисты уже радостно готовы идти обниматься с поляками, с которыми они воевали достаточно долго. Это вот как-то... И что нам теперь с этим всем делать? Ну, это да, это обратная сторона, на самом деле, вот таких вот коллективистских идеологий, что этот коллективизм, он возникает, ну, даже не от бессилия, а от неверия в свои силы. То есть это одна, если там попытаться как бы психологически уже копать, вот, то, скорее всего, это именно так, но, по крайней мере, вот по моим наблюдениям, поскольку я с ними со всеми общался раньше довольно плотно,
Вот. Там, конечно, разные люди, многих, что называется, можно еще спасти. Вот. Но вот, тем не менее, вот это как бы неверие в собственные силы, оно присутствует. Да? То есть, если для либертарианца, скажем так, все дороги открыты, и у него чисто, скажем так, технологические как бы затруднения и ресурсные для того, например, просто чтобы там построить колонию на Марсе. Вот. Но если ему скажут, вот тебе вот это, вот тебе вот это, вот тебе такая технология, он завтра поедет и ее там организует, потому что, только это его останавливает, да. И для любого другого такого, скажем так, движения, которое может рассматриваться как прогрессивное. Прогрессивно в том смысле, как нечто развивающее, меняющее там, в лучшую, там, допустим, сторону. Да, что вот там человечество полетит и освоит еще одну планету, да, к примеру. Да, это хорошо или нет? Думаю, все-таки хорошо. Вот. А для этих людей нет. То есть они, а как же, а что, а мы тут, мы этого не сможем никогда. То есть это, кстати, такая вещь, которая, ее очень часто можно встретить в дискуссиях, она проявляется в разных тезисах, например, о том, что человек это такое же животное. Да, вот когда ты начинаешь про право говорить, там еще, да нет, это люди, вот они такие же, как и все прочие, то есть это такое же животное, там тыры-пыры, это логия там вытаскивается, значит, и начинают ей размахивать, которая что-то объясняет про животных, но как бы ничего не объясняет про людей. Вот, может быть, где-то там как аналогия может использоваться, да, возможно, но люди другие, да, и вот даже признать тот факт, что люди другие, что да, они, конечно же, животные, безусловно, это так, биологически это животные, но у них есть то, чего нет у других животных. Вот. И этим тем, да, они отличаются от животных. Вот. Это очень страшный шаг. Это очень страшный шаг для многих, даже тех, кто думает, что они как бы относятся к лагерю свободы, скажем так. Да. Вот слово лагерь, это я очень люблю. Вот. Но в данном случае, конечно, они имели военный лагерь, да, что вот там стали лагерем, да, вот этот лагерь имелся в виду, но когда там говорят лагерь там свободы и так далее, оно, конечно, звучит странно. Но тем не менее, да, страшно признать, что если ты другой, то ты должен и соответствовать этой инаковости, другости, да, то есть ты должен отличаться от животного. А если ты говоришь, я животное, то я и могу себя вести как животное, да, то, собственно говоря, что такого, я животное, ха-ха-ха, какие с меня, значит, взятки гладкие, все нормально, да, я такой же, значит, козел, как и все остальные, вот. И вот это вот именно козлиность, да, то есть желание быть таким же козлом, вот оно, и мне кажется, является одним из внутренних психологических стержней вот этого коллективизма. То есть оно не дает человеку идти дальше. Вот, он боится ответственности, да, то есть, почему он козел? Потому что он боится ответственности. Потому что сказать, что я не козел, это значит, отвечай теперь за базар, да, то есть вот лети на Марс, там еще что-то делай, то есть вот надо как-то себя проявлять, то есть доказывай свою некозлиность. Проще сказать, я козел, и все, отстаньте от меня, а я козел. Вот это как бы такая глубинная основа, и вот она вот здесь вот и лезет, да, то есть лезет, то есть, казалось бы, мы видим, кстати говоря, что на Западе националисты, которые есть, они, прежде всего борются как раз вот этими вот всякими Евросоюзами, НАТОми там и прочей вот этой всей, значит, дрянью. Вот. А наши, значит, которые себя тоже почему-то называют националистами, они радостно хотят, значит, да, вот Украинку, значит, туда впихнуть. При том, что когда им говоришь, парень, ты же видишь, многие же там живут, да, вот на Западе, на том же. Вот, ты же видишь, что творится. Ну да, я вижу, типа, и что, нехай так, значит, обои, значит, эти там москали. Вот. С чего ты взял, что обо? Огромная страна. Огромная страна с огромной кучей ресурсов. Отпустите людей на волю. Эта страна через 10, там, максимум 20 лет здесь будет главной в Европе. Если это будет свободная страна, она здесь будет рулить. И все будут сюда ездить, там, жить, значит, стараться там учиться там, и так далее, лечиться. Будет самая богатая, самая процветающая страна. Есть исторические примеры. Да, вот опять-таки, все как они любят. Они же там, покажите исторический пример. Вот вам исторические примеры. Много исторических примеров. Чем страна свободнее, тем она богаче, в итоге тем она сильнее. Вот она, рул Британия, значит, правит морями, там, трали-вали, с минимумом правительства, то есть практически отсутствующим правительством. Токвиль так и не увидел правительство в Британии. Вот он его искал, но не увидел. Вот. И тем не менее,
Тем не менее, то есть они готовы там, значит, радоваться Британской империи, вот она какая классная, там тыры-пыры, а когда им начинаешь говорить, почему эта Британская империя вообще существовала, вот что стало, собственно говоря, сделало возможным ее существование, вот, ну да, ну нет, но это не наш путь, это не наш путь. Но если не ваш путь, тогда, значит, там меняйте, значит, свое название там, на евроинтеграторы, я не знаю, там на кого, там, на еврооптимисты, но вы точно не националисты, вот, потому что национализм, если в нем может быть что-то такое здоровое, прогрессивное, это прежде всего желание в своем сообществе сделать свое сообщество лучшим, чем другие. Вот, и, ну, чтобы было чем гордиться, да, то есть я вот как принадлежащий как бы к этому сообществу, мое сообщество классное, крутое, сюда все стремятся поехать жить, вот, сюда все стремятся поехать лечиться, там, оно богатое, там, оно, значит, там, наука у него передовая, и вот уже на Марсе колония. Вот это да, это я понимаю, это мотивация хорошая, да, но ее почему-то у них нет. Вот категорическое неверие как бы в себя, вот у меня огромное верие в эту Украину, например, да, вот до сих пор, вот несмотря на все разочарования, вот, я очень сильно в нее верю. И, ну, не Украину, потому что ее нет, да, а вот именно в людей в этих, вот, которые тут живут, в эту культуру, вот, удивительную, да, которая мне нравится, которая, ну, очень близка как бы к либертарианству, вот, и так далее, и так далее. Ну, даже там исторически, если там брать эту Речь Посполитую, это что же как бы довольно свободолюбивая, скажем так, республика, ну, по тем меркам того времени. Вот. Историю которой мы знаем достаточно плохо. Вот. Да, и это неудивительно, потому что, конечно, коммуняки это дело всячески замалчивали. Вот. В историографии там было огромное белое пятно. Значит, вот у коммунистов с начала монголо-татарского условного ига и до появления здесь уже москалей, значит, когда они тут после Богдана Хмельницкого здесь, значит, завелись. Вот. А вот что происходило все это время, черт кто знает. Вот нету, да, оно как раз и пропало. А происходили очень интересные вещи, которые, значит, было там Великое княжество Литовское, вот Речь Посполитая, вот это вот все происходило. Вот. Очень интересная и поучительная вещь. Ну и, конечно же, выкинули, потому что они идеологически вредны. То есть вот это, но это все надо, конечно, восстанавливать, это все надо изучать, это должно быть как бы, ну, как вот американцы ссылаются на свою историю, как пример там свободолюбия и так далее. У нас тоже есть такой пример, только давайте его вытащим, давайте его раскопаем, давайте его почистим, посмотрим, что там было вот, хорошего, чем можно размахивать на флаге. И у нас, значит, получится вполне себе здоровая, как бы, и, ну, скажем так, перспективная, значит, концепция нашей жизни. Ну, вот, потому что если брать историю по тому, как ее преподают даже сейчас, вот, условные как бы националисты в кавычках, то это история сплошных страданий, унижений, угнетений. Вот. И какого деятеля вы не возьмете, он оказывается предатель, козел, значит, ну и непонятно кто. Извините, с такой историей ну, как бы делать в будущем нечего. Да? Потому что, ну, мы говорим о мифе, конечно, не о реальной истории, а о мифе. Вот. Но тем не менее. Тем не менее, он нужен, этот миф, он неизбежно будет. То есть невозможно общество без такой мифологии. Весь вопрос просто в ее содержании и в том, ну, как бы, вот нарративчике, значит, который движется либо в одну сторону, либо в другую. То есть если я все время вот угнетенный страдаю, и все мои, значит, лидеры вот обязательно проигрывают, да, и все они оказываются зрадниками, то извините меня, с такой мифологией вы никуда, ну, как бы не уедете далеко. Вот. И выносить это на знамя, как бы, это большая ошибка. Вот. Я думаю, что есть другая мифология, и может быть другая мифология, только ее надо найти. Вот. Это, еще раз говорю, это не должно быть обязательное обучение в школе, это должна быть просто та штука, которую могут взять на вооружение люди, которые хотят действительно перемен, которые хотят, видят потенциал в этой стране, которые хотят колонии на Марсе, вот, и которые хотят, чтобы Украина, значит, ну, условно говоря, рулила, да, чтобы это было круто, чтобы Украина была круто. Вот. И да, вот для них это нужно, и это необходимо делать. А этим нацикам тогда надо всем, ну, как-то либо переименовать себя, да, либо куда-то залезть тихонько в уголок и там сидеть и не мешать. Ну, вот. Но вместо этого они же как бы делают, ну, все наоборот, то есть они пытаются здесь, значит, утверждать, что они главные, но опять-таки нельзя быть главным, будучи БЛМ, да, то есть, ну, как БЛМ может чем-то рулить и быть какой-то лидирующей силой?
Это сила деструктивная сугубо, сила обиженных, да, которые ходят, всех громят, потому что их обижают. Вот. Наши нацики один в один такие же. Это то же самое было. То же самое было. То есть это не конструктивная штука. Она не может рулить, она может только разрушать может. Вот. То есть с обидой вы ничего не сделаете. Вот. То есть вот пока вы, значит, потому что вашу обиду можно расчесывать без конца, да, потому что вы своих врагов наделили признаками, от которых враги ваши избавиться не могут. Да, то есть они друзьями вашими стать не могут. Вот, потому что они такими родились, как вы сказали, они такими и умрут, и с ними ничего не сделаешь, их можно только убить. Вот. Ну, а когда вы убьете этих врагов, появятся другие, вот обязательно, потому что, ну, вся ваша, как бы, конструкция, да, идейная, она строится на том, что должен быть враг, с которым вы должны бороться, которого вы должны уничтожать, потому что, значит, вот он враг. Вот и все. То есть, да, а кто это будет конкретно, да, то есть, вот когда у вас там закончится москалей, вы возьметесь там за русскоязычных, когда закончится русскоязычные, вы возьметесь за тех, кто мог бы быть русскоязычным, или, ну, а таких у нас большинство. То есть в итоге вы как бы перебьете тут все население, и все равно вам будет плохо, все равно у вас будет чесаться эта обида, потому что вот это главное в вашей, как бы, деятельности, это расчесывание обиды. Вот. И с таким подходом вы никуда не пойдете. Поэтому, да, поэтому вы, значит, вот это жалитесь, вот, и к мамке, значит, срочно, значит, туда вот в Европу какую-нибудь, в ЕС, чтобы мамка защитила вас от злого Путина. А злому Путину вы наваливаете сейчас сами. И вот это категорически они не видят, что вот они сами, без всяких там Европ, практически, да, потому что, ну, если брать реально там, что эта Европа дает, да, она их держит на внешнем управлении, но это уже другой, как бы, разговор и внешнем финансовом подсосе, но это скорее вред, чем польза. Вот, потому что как раз внешние финансовые все эти подсосы, они позволяют им вытворять то, что они вытворяют сейчас там с тревогами там и со всем остальным, да, когда они предприятия закрывают, а потом рассказывают, что по 203 миллиона, значит, за день тревоги они теряют. Вот. Это можно делать только тогда, когда вам деньги дают, значит, из-за рубежа. Вот когда вам перестанут давать, вы будете их считать. Вот. Это значительно лучше. Тогда вы подумайте, что и налоги надо снижать, наверное, еще что-нибудь такое. Ну, то, что они делали в начале войны, да, когда они думали, что вот, будет им плохо. Они сразу же сказали, что мы будем снижать эти налоги, да, потому что они прекрасно понимают, как оно работает. Как сделать лучше, они прекрасно знают, как сделать лучше. Раздать людям оружие, снизить налоги, вот, и тогда они отобьются от Путина. Ну, а когда, значит, от Путина начали отбиваться, нет, давайте мы оружие отберем, значит, налоги снижать не будем, а еще повысим. Вот. Но когда дают, значит, еще от Запада деньги, тогда вообще можно там конем ходить. Вот. Но так или иначе, да, то есть вот эта вся идеология, она, ну, ее можно понять. То есть можно понять, она происходит от слабости человеческой, вот, от желания спрятаться, от желания не брать ответственность, от желания быть обиженным, чтобы тебя все жалели. Вот. А ты никогда как бы не переставал плакать все равно. Вот, потому что как бы тебя не жалели, тебе все мало. Вот, тебе все хочется, чтобы тебя еще сильнее пожалели. И еще. И тут признали, что козлы. И тут тебя, значит, каяли, что виноваты. Вот. А ты, чтобы сидел, значит, в белом пальто, так сказать, вот, и на все это смотрел. Вот. Ну да, это приятно, наверное, но это нереалистично как социальная стратегия. То есть она может быть только, во-первых, с помощью государства. Да? Ну, давайте представим, чтобы была такая группа, которая бы все это делала без государства. То есть без полиции, без законов, без всего этого, значит, это самое харассмент, извините меня, которые они устраивают, значит, тем, кто с ними не согласен. Как долго бы они смогли вообще существовать, все эти БЛМ и все прочие, и все наши нацики вот эти вот? Нет, потому что кто-то должен за это платить, вот, кто-то должен все эти законы принимать, кто-то их должен, значит, исполнять. Вот. А без государства такие течения как бы не жизнеспособны. Не жизнеспособны. И, собственно говоря, это одна из причин, еще одна причина, почему этого государства быть не должно. Потому что вся эта фигня, она будет тогда просто маленькими клубами, вот, садомазы, вот, где они там будут друг другу, значит, жаловаться на обиды. И все. То есть дальше это никуда пойти не сможет, потому что нет закона, который можно навязать всем и заставить всех делать что-то вот такое, что им нравится, да, и что приносит им как бы удовольствие, что там перед ними там кланяются, извиняются и так далее. Вот. Поэтому еще раз, как бы вот вся эта группа, очень широкая на самом деле, которая желает интегрироваться там куда-то и так далее, это группа, которая хочет спрятаться от ответственности. Да? То есть они
считают, что они сами ничего не стоят. Вот, они не верят, соответственно, что другие чего-то стоят, да, они не верят, что другие могут делать что-то хорошее, полезное и так далее. Вот, они верят в доброго царя. Тот добрый царь, значит, который был в Москве, он себя плохо показал, давайте мы найдем себе другого. Ну, а беда в том, что другой тоже себя уже плохо показывает. Откровенно, в их же отношении, да, не просто где-то теоретически в отношении там своих, там подданных, да, там можно вспомнить, как они с ковидом поступали, со всем остальным, но к ним же, да, они же лезут в эту Европу, а им дули оттуда показывают. Они влезут в НАТО, им показывают оттуда дули. Но все равно мы будем туда лезть. Нас там не хотят, нас там не любят, но мы все равно будем лезть, потому что, значит, або так, або Москва. Вот с чего вы решили, что або Москва? Ну, вот откуда вот это? Вот. Или так, или так. Да никак. Ни те, ни другие не нужны. Вот. Вы сами с усами, и вы большая страна. Я еще понимаю, это мог бы говорить какой-то Люксембург там, или еще кто-нибудь. Да? Но заметим, что Люксембург, он все-таки все равно остался Люксембургом. Вот. А вы-то чего? У вас большая страна, много миллионов населения, то есть там куча ресурсов, там куча всего. Вот. Отпускайте людей этих на свободу, они вам здесь делают огромный, преогромный Гонконг. Понятное дело, кстати говоря, я вот уже, ну, когда все теории заговоров стали реальностью, я вот уже как-то не то что с ужасом на самом деле думаю, что вот те люди, которые говорили, что Запад не хочет как бы развитой нормальной Украины, вот, вони мали рацию. Да, то есть понятно, что они говорили по своим там причинам, потому что в основном это была публика, ну, как бы такие там какие-то красные директора, условно говоря, да, то есть я их понимаю, да, то есть они привыкли, что там кабинет министров все за них решал, находил им бизнес-партнеров, условно говоря, там заключал вместо них сделки, а их задачи были чисто технологические, то есть производить определенную продукцию и все. А когда на них повесили бизнес-задачи, они, конечно, с ними справиться не могли. То есть я понимаю их мотивацию, почему они так делали, но тем не менее в этом что-то есть. Потому что если смотреть вот объективно, то действительно 30 лет Запад проводил в отношении Украины политику, которая является сугубо разрушительной. Ничего полезного, как бы, этот самый Запад для нас никогда не делал. Вот. И это, я не знаю, это является ли, опять-таки, там, результатом какого-то планирования заговора или чего-то другого, но это факт. Это факт. То есть ничего хорошего от Запада мы не имели. Вот. Ни в плане там военной помощи, ни тем более в экономике, потому что они все время навязывали какую-то фигню, грубо говоря, да, потому что здесь были люди, которые навязывали, значит, свое видение этой фигни, старой советской закалки. Вот. А потом приезжал МВФ, навязывал такую же фигню, но с другими подходами. То есть там вот под псевдорыночными как бы такими вот вуалью, да, такой вот определенный. Вот. Но это была та же самая история абсолютно. Да. Ну и в итоге вот 30 лет как бы вот результат, да, что ничего нет. То есть потенциал огромен, а до сих пор ничего нет. Вот, потому что все плохо, все вот не так, как надо. Вот, и от Запада берем все самое плохое. Вот, копируем Россию один в один. Буквально, причем копируем на законодательном, что называется, уровне. Да, известные же вот эти все штуки, вплоть до текстовых совпадений, значит, между российским и украинским законодательством. Вот, тогда скажите мне, в чем разница между одним и другим, и почему мы с ними воюем. Зачем, если оно все одинаково? Вот. Да, так что с нациками, конечно, горе. Ну, может быть, ну, я видел, уже там есть люди, которые, с одной стороны, и нацики, а с другой стороны, они нацики последовательные. То есть они не хотят и вот этих брюссельских тоже. Вот, или там вашингтонских. То есть они тоже как бы их не любят. И, ну, будем надеяться, что там вот эта вторая тенденция возьмет верх, по крайней мере, с ними в этом вопросе можно будет как бы уже сотрудничать. Ну, если говорить о героических мифах, то мы можем уйти опять, раз мы начали с Аристотеля, то Аристотель указывал, что на севере, то есть севернее греческих колоний, например, при Черноморье живут люди мужественные, из которых рабы получаются плохие, потому что они постоянно устраивают мятежи. А рабовство делает из людей южных, которые хоть и работают плохо и хитроваты, но зато не склонны к восстанию. Поэтому мы можем устраивать мифологию героическую еще с тех времен. Кому интересно про
если коротко курс Речи Посполитой и Великого княжества Литовского, есть хорошее белорусское, небольшие такие видео «Трезуб и погоня» о том, как Украина и Беларусь жили в составе Речи Посполитой и Великого княжества Литовского. То есть белорусы закрывают за нас даже этот кусок истории. Хотя есть и украинский, но там коротко, и девочка красивая, она все очень красиво на белорусском языке и рассказывает. Но белорусский язык для человека, который знает украинский, это один и тот же. Ну, фактически нет языкового барьера вообще никакого. Поэтому не стоит волноваться. Это русским непонятен, белорусский и украинский почему-то, а для украинцев это вообще... Кстати, если смотреть там белорусские каналы или белорусское видео, то часто ловишься на мысли, что ты не знаешь, на каком языке человек говорит. То есть, оно все просто заходит и все, и нет никаких проблем. И тут у нас с прошлого раза висит вопрос Владимиру. Есть ли разница для либертарианца, ну и в контексте того, что мы говорили до этого, какое государство будет его грабить, украинское или русское? Но тут уже есть вопрос уже тогда или там польское, или там еще какое-то. Разница есть, ну, как для либертарианца есть, потому что одни грабят больше, другие меньше. Ну вот, это раз. Да, то есть в этом случае, конечно, какой-нибудь, ну, условно, польское, где пока еще не так, как совсем Евросоюз, да, они же там себе какие-то еще права пытаются отстоять, вот, то есть вот определенный то, что наши все любят порядок, вот, но он еще не такой злокачественный, как, допустим, в Германии. Ну, вот. Может быть, даже, ну, как бы более приятное, допустим, понятно, чем наш. Вот. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что если вы попадаете под другое государство, то, как бы, ну, условно говоря, не свое, да, то есть понятно, что своего государства не бывает, ну, вот, но государство все равно тащит с собой весь этот национальный миф, ну, по крайней мере, потому что оно сейчас у нас не простое государство, а национальное государство, вот, такая у него стадия развития. И этот миф, он как бы вам тоже дает как бы определенные силы, скажем так, да, и определенные инструменты для борьбы с тем же государством. Вот. И в этом случае как бы чужое государство, оно в этом смысле, оно, конечно, хуже. Потому что у вас будет тогда задача еще сначала избавиться от чужого, вот, потом попытаться сделать так, чтобы не завелось свое, но вот именно в рамках национального мифа это сделать очень трудно. Ну, вот, потому что к вам немедленно прибегут и скажут, ну так, а что, теперь давайте свое быстренько, значит, потому что была вся проблема в том, что это было чужое государство, а не потому, что это было государство. Вот. И избежать этого, пока существует вся эта, значит, мифология национального государства, практически невозможно. То есть вам придется делать работу 2 раза. Вот. Когда у вас свое государство, грубо говоря, да, то в кавычках, то вам эту работу придется делать 1 раз. Вот. То есть вам сразу надо будет тогда просто уже бороться с ним. Вот. А так вам придется сначала это, потом у вас заведется обязательно, значит, свое. А давайте попробуем. Ну, а почему? Ну, тут там же куча найдется народу, который, ну, а вы же не пробовали, а может быть, свое у нас получится и так далее. Вот. А может быть, у них просто потому, что они дураки, а мы умные, ну, и все вот это вот. Вот. То есть практически не удастся избежать появления своего государства на месте как бы скинутого вот этого вот иностранного. То есть в этом, конечно, большой плюс наличие своего, потому что если еще тут москали залезут и будут тут еще, значит, командовать, то еще от них сдыхаться очень тяжело потом. Вот. Но опять-таки... Ну да, как показывает эта история, уже сколько, 300 лет пытались сдыхаться от москалей, в конце концов сдыхались, получили в ответ собственных. Но теперь уже, ну, по крайней мере, этап сдыхания от иностранных уже прошли. И вот то, что мы говорили до этого, то есть попытки влезть опять теперь в западное государство, это, конечно, очень грустно. С другой стороны, если читать классика Степана Андреевича Бандеры, классика национализма, то у него был лозунг «Свобода народу, свобода людини», по-перше. И там не шло, собственно, о государстве, не шло речи, если уж так на то пошло. Если внимательно читать Бандеру, то о государстве там нет. Там есть война с чужим государством в основном. Так что тут дело такое. Но создание национального государства, это, как мне кажется, это естественный процесс, который, ну, не получится иначе. То есть, если распадается империя, она распадается на национальные государства. А потом уже следующим этапом национальные государства будут распадаться на еще менее национальные. Ну, как будет дальше, мы посмотрим.
Может быть, обойдемся без следующего распада, перейдем сразу к либертарианству. Но пока существуют большие национальные государства, существуют рядом с нами большие империи, к сожалению, приходится отбиваться со всех сторон. Вопрос. Сейчас. Уже тут целое идет, в чате идет активный тут обмен мнениями, поэтому я пытаюсь сейчас вычислить вопрос. Где-то был. Украинские чиновники перелили 750 законов за год. Их агрессия кратно увеличилась. Вопрос Владимиру. Если война затянется, а пока она идет, люди не будут бунтовать, то тут в итоге будет капец нам всем? Будет, да, они к этому идут, но они же не могут остановиться. Тут вот, ну, надо понимать, что они остановиться не могут. Они будут останавливаться тогда, то есть, ну, это же как бы экосистемы, да, то есть это вот спонтанные порядки, то есть можно чем-то сравнить вот с экосистемами. Вот, значит, там плодятся олени. Почему? Потому что им есть что жрать. Вот. А волков, например, нет, да, то есть вот как только заводятся волки, они начинают эту популяцию там регулировать, вот. Но когда олени, допустим, даже без волков будут плодиться, вот, до тех пор, пока, значит, у них вот эта еда как бы не закончится. Вот тогда у них там наступают резко болезни, значит, падение этой популяции там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, все это похоже, опять-таки, не так, а похоже. Да? Это просто аналогия. То есть в человеческом обществе все это значительно сложнее, но тем не менее. То есть вот они как бы будут расширяться до тех пор, пока это будет возможно. Вот. Если война затянется, значит, и если они столкнутся с нехваткой ресурса, вот, тогда они сделают вид, что этих законов нет. Ну, вот, и все это отползет, значит, обратно, как бы сократится весь этот рак, вот, до какого-то момента, там, где они будут чувствовать себя еще комфортно. Вот. Может так случиться, что отползание и не получится, да, а наступит кризис и развал. Вот. То есть, но тем не менее, это, ну, то есть будут принимать новые законы столько, сколько они смогут это делать, потому что это не регулируется разумом, да, это регулируется интересами. Ну, вот, это регулируется стимулами, а это немножко другие штуки. Вот, они могут рационализироваться потом, вот, но, как правило, человек подвержен вот этим вот стимулам, вот, и он всегда будет действовать в своих интересах и действовать наиболее простым для себя как бы способом. Да? То есть поэтому существует этика, поэтому существует мораль, для того, чтобы это простое вот обстоятельство как-то, значит, делать более-менее социально полезным, чтобы человек мог себя остановить. Да, чтобы внутренний голос, там, совесть ему сказал: блин, сволочь, что ты делаешь вообще? Ну, вот так нехорошо. Вот. Или мораль, наоборот, там осуждение, значит, других людей, если ты сказала ему, что ты делаешь плохо. Вот таким образом общество, то есть взаимодействие этих людей, группа этих людей, взаимодействующих между собой, она может существовать. Потому что если бы это были четкие вот эти вот стимулы, да, то тогда бы никакого общества, конечно, не было. Да. Вот без морали, этики, без всего подобного, то есть без вещей, которые как бы контролируют эти стимулы, сами являются тоже стимулом. Потому что действовать по совести – это стимул. Человек чувствует себя как бы хорошим, вот это ну, хорошее ощущение, оно приносит ему удовольствие. То есть это тоже стимул, да, но вот среди прочих он выполняет такую контролирующую роль. Ну, а эта публика, она же еще обладает той спецификой, что вот эти как раз этические и моральные нормы там на нуле. Ну, туда другие просто не пролазят. Если пролазят, то от них очень быстро избавляются. Вот, поэтому они будут как бы жрать столько, сколько смогут, вот, до тех пор, пока не закончится еда. Вот, поэтому просто не надо им помогать с едой. Вот это, ну, как бы такая стратегия, которой мы должны все придерживаться, то есть как минимум не помогать им с едой. Вот, потому что это самый надежный способ, значит, всю эту публику остановить. Кстати говоря, вот та же Британская империя, которую все время вспоминаю, она функционировала и была такой именно потому, что с едой там было тяжело для правительства. Ну, вот его там не кормили, им надо было налоги принимать, представьте себе, каждый раз. Парламент собирается, и вот считается, что налогов никаких нет вообще. Вот в момент, когда он собрался, то есть налогов нет, они должны принять заново как бы все налоги, которые будут до следующего, значит, сбора этого парламента. Вот, что, естественно, позволяло, значит, очень сильно обнулять, значит, всякие там налоги и так далее. То есть должен был прийти премьер-министр, значит, от имени короля объяснить, зачем ему эти деньги, вот, и какие налоги он предлагает для того, чтобы эти деньги, значит, он получил. Все, что было до того, не считалось. Да? То есть у нас считается налог вечный. Вот его ввели, и вот он, значит, вот. То есть у нас это очень интересный момент, который я описывал еще, по-моему, в плане Б.
Вот, что налоговая система существует отдельно от политической. Вот это как бы ключевой момент. Британская империя, ну и Великобритания была характерна том, что там налоговый процесс и политический процесс, это было одно и то же. Да? То есть налоговый процесс был частью политического процесса. Ну, вот. То есть, грубо говоря, голосовать имело смысл. Да? То есть голосовали кто? Налогоплательщики. В парламенте сидел кто? Налогоплательщики сидел. Сейчас там сидят люди, которые делят чужое. Не налогоплательщики, а налогополучатели. И налоговый процесс у них существует сам по себе отдельно. Кто бы ни сидел в парламенте, налоги будут собираться. Вот. То есть это вот так вот ловко разделили вот эти вот вещи. Вот. Поэтому выборы теперь это, ну, это просто как бы драка, да, грубо говоря, за вот то, что идет само собой по трубе. Вот. И никак вот что там идет и сколько его будет идти, оно почти никак не зависит от того, что происходит. Да? Ну, вот, от вот этого как бы политического. То есть они там дерутся, только у них, ну, как бы цель и их существование только поделить вот то, что по этой трубе идет. Вот. То есть вот такая вот фигня, и пока оно так, то, собственно говоря, вот так вот оно и будет. Вот так вот оно. И, кстати, и Британская империя начала заканчиваться именно тогда, когда они тоже соединили эти два милых процесса, как бы, вернее, разъединили эти два разных процесса, пустили их по разным трубам. Вот, и стали как вся прочая Европа. Вот тогда, значит, закончилась Британская империя. А до этого вот именно вот этот финансовый постоянный голод, который испытывало правительство, вот, и сдерживал его расширение. Ну, именно потому, что Конституция, значит, британская предполагала, неписанная, разумеется, предполагала, что вот должно быть так, да, что вот парламент собрался, и он должен принимать налогообложение как бы на следующий период, вот, до того, как он соберется. Кстати говоря, никаких там физических ограничений на то, сколько заседает парламент, когда он должен собираться в следующий раз, не было. Оно тоже все было, исходило исключительно из традиции и политической целесообразности. То есть они там могли и 10 лет, там, допустим, не собираться, вот, а могли и постоянно заседать. Как там был этот долгий парламент, да, и все вот это вот. Вот. То есть это вот так вот работало, это держало их в рамках. Ну и мы должны понимать, что только такой способ, только, значит, финансовый голод может сдерживать разрастание вот этого рака. Ну, за граница нам поможет, как считают в парламенте, ну и наши чиновники, они уже присели на деньги помощи, поэтому им финансовый голод в ближайшее время не Не грозит до грозит, тех да, пор, не грозит. пока пока их будут финансировать с Запада. Да. И вот это для меня парадокс, я уже несколько раз говорил. Казалось бы, вот вы получаете деньги Запада, вы вообще не зависите от денег внутри. Нахрена вам собирать налоги и пытаться собрать еще здесь что-то здесь? Оставьте людей в покое, у вас все равно поток оттуда идет. Дерибаньте то, что вам присылают. Вот же оно есть. Но оставьте, скажите, люди, вам никаких налогов, все, живите тут, развивайтесь, отстраивайтесь, делайте, что хотите, а у нас все равно подсос есть, мы на трубе, поэтому. Не, они же так Но не сделают, нет, потому что им но же так не присылают, сделают. да, им же присылают с условием. С условием как раз, чтобы они здесь ничему не давали расти. Это же не просто так. Это же Африка. Но это как бы вот то, что значит, марксисты придумали этот неоколониализм, но это не совсем на самом деле колониализм, да, это такой симбиоз западных элит и местных, значит, элит там в той же Африке, например, тогда, которые на самом деле от Запада ничем не отличаются, они тоже учились в этих Оксфордах всех, они точно такие же, только черные. Вот. То есть, когда эти дают деньги, те их пилят, а дают деньги в обмен на то, чтобы они проводили определенную политику, которая бы гарантировала, что страна это развиваться не будет. Вот. И я, значит, думаю, что мы уже тоже перешли уже в эту стадию, вот, где элиту подкармливают, чтобы она не волновалась, чтобы ей было на что, значит, кушать. Вот. Но при этом она должна проводить здесь такие законы, которые бы, значит, делали так, чтобы страна не развивалась. Вот. Это же, ну, мы это видим, например, на примере того же Евросоюза и его политики, которые они называют гармонизацией. Я так люблю этот язык вообще, вот такой оруэлловский такой. Вот. А гармонизация состоит в том, как раз вот, просто приведу пример, на нашей жизни, в нашей практике мы эту гармонизацию проходили совсем недавно, когда отключали свет. Вот. И, собственно говоря, суть политики гармонизации Евросоюза – это когда у кого-то есть свет, а вот там соседи жалуются, ему тоже отключают, чтобы другим не было обидно. Вот это называется гармонизация по-евросоюзовски, в частности, в налоговом обложении. Вот сейчас они там принимают, значит, одинаковый, значит, корпоративный налог. Угадайте, какой? Самый большой.
Да, вот ирландцы пытались с этой темы соскочить, вот, со своими, значит, откуда и пошло все это там, кельтские тигры там и так далее. Почему? Потому что они, значит, одно время, значит, положили одно место на все это дело, и у них были свои там, значит, налоги, вот, но им сказали, ай-яй-яй, да, а давайте-ка, значит, вы будете как все, а то другим обидно, да, тут у вас есть свет, а у других нет, так давайте и у вас тоже не будет. Вот это называется гармонизация. Соответственно, чем беднее страна, тем тяжелее она переносит такие вещи. Да? То есть почему это было так? Это было так для того, чтобы сохранить лидерство, условно говоря, основателей Евросоюза, а именно Франции и Германии. Поскольку они были развитые, богатые страны, то вся эта, все эти нищеброды типа Греции и Португалии, они так бы и оставались, значит, нищебродами, если бы они вводили все такое же регулирование, как и в Германии и Франции. Потому что Германия и Франция могут с таким регулированием жить, а вот там Греция и Португалия уже нет, они будут вечно прозябать. Вот для этого это все, значит, было сделано. Вот. И, хотя они не ждали, что на самом деле Германия и Франция тоже станет беднее от этого. Вот, они думали, что это вечно так будет. Но тем не менее, да, то есть это дело всегда с целью на самом деле выиграть, не дать другим расти, сохранить свои вот эти картельки, вот, монопольки, прикормленные все эти, значит, типа в кавычках бизнесы, вот, которые бы не испытывали точно конкуренции со стороны, значит, новых вот этих наглых и быстрорастущих, значит, молодых, бывших бедных стран. Все страны, эти бывшие бедные, они должны и оставаться бедными. Да? То есть вот это вот целенаправленная политика всех международных институтов, то есть начиная от, условно, неоколониализма в Африке особенно, да, то есть он для этого континента характерен, до, значит, политики там Евросоюза, вот, здесь, значит, у нас под боком, который проводит на самом деле ту же самую политику, и страшно удивляется, что вот они пытались это сделать с Польшей, а Польша все равно, понимаете ли, нагло все равно продолжает расти, вот, и что они с ней не делают, она все равно растет. Но тем не менее, да, то есть поляки там на части этих вещей забили, но это тоже не вечно, да, то есть они их либо уломают, скорее всего, да, вот, либо, значит, для поляков станет наконец ясно, что надо текать с этого Евросоюза. Вот, и тут опять-таки есть опасная Украина в этом смысле, почему, значит, вся эта международная элитка как бы хочет побыстрее от Украины избавиться, потому что в этом смысле, конечно же, вырисовывается опять-таки союз Польши, Украины там и так далее, который позволит Польше удрать. Да, то есть, понятно, это, конечно, по масштабам совсем не то, вот, но бузить можно, да, то есть, а вот мы уйдем, значит, к хохлам, вот, и вместе с ними будем там, значит, и с Литвой, а там еще румыны подтянутся, там, и, значит, и чехи со словаками, значит, глядишь. Вот образуется такая славянская, значит, это самая конфедерация у нас, ну, кроме румын, понятно, которые не славяне, но мы им это простим, да, потому что они все равно там, значит, на границе с Все равно москалями. христиане, поэтому Да, вот. православные. То есть все эти как бы стратегические хрени вырисовываются, конечно же, вот, поэтому лучше, чтобы этой Украины не было, да, или чтобы она была настолько бедна и контролируема полностью, да, чтобы она не представляла в ближайшее время для нас никакой угрозы. Вот это политика, которую проводят все эти, значит, люди, осознанно, неосознанно, неважно, но результат ее такой. И именно их предложение. Это не то, что мы тут напортачили. Нет, это то, что они хотели, это то, что они предлагали. Это последствия их политики. Вот. Еще раз говорю, неважно, есть какие-то или там рептилоиды, соросы, которые это все, значит, планируют, либо это так само собой получается. Я склоняюсь ко второму варианту, потому что стимулы – это страшная вещь. Вот, они как бы работают всегда, значит, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, никогда не останавливаются, и это делают все подвержены этому влиянию, вот, и это позволяет системе работать, не координируясь, опять-таки, друг с другом, просто на стимулах, просто на идеях, скажем так, даже, вот, на идеях, на стимулах и на всем остальном, не создавая никаких организаций, то есть не тратя время на это все и ресурсы на создание организаций, вот, поступать так, как будто эта организация есть. И как будто у этой организации есть цель. Да? Мы это, кстати, видим сейчас отчетливо на примере ковидки, где все эти, значит, лидеры, значит, мировые, это все выпускники школы Шваба. Вот сейчас это все очень четко проявляется. Вот они все школа швабят, значит, нас тут по полной, одинаково абсолютно во всем мире. Потому что их так научили. Да, они не состоят ни в каком мировом правительстве. Вот, им просто достаточно вот думать таким образом для того, чтобы вот такое вот устраивать, такое безобразие. Вот. Точно так же, наверное.
Еще вопрос, связанный с предыдущим. Как вы считаете, что еще должно произойти в нашей стране, чтобы слуги народа разрешили гражданам использовать короткоствол для самообороны себя? Да, чтобы не происходило, они этого не сделают, я думаю. Не на часе, не на часе. Вот они же устроили там, значит, опрос в этой ДИИ случайно. Ну вот теперь не знают, что с этим делать, да, потому что оказалось, что, значит, большинство хочет. Вот. А тут же, значит, и все, истерики, там, и феминистки все эти, там, и вот это все, что ни в коем случае, как же ж так, ну, вот, как же ж так, мы все умрем. Вот. Но не умрем. Но как бы единственный надежный, действительно надежный путь, который работает, но он требует ну, решения проблемы безбилетника, да, то есть он требует, чтобы достаточно много людей в этом участвовало, это тупо игнорировать это все. Это все тупо игнорировать. И тогда это станет, ну, как бы де-факто с этим невозможно будет справиться, потому что у нас же нет такой ситуации, и не может быть, чтобы возле каждого стоял мент. Власть, она же в голове, да, власть, она в самоограничении прежде всего, что ты не делаешь чего-то, что мог бы делать, потому что ты не хочешь последствий, там, хотя их может и не быть, но мало ли что, да, то есть вот это есть власть, а ментов может быть мало. Но когда люди перестают эти самоограничения свои собственные, которые они на себя наложили, следовать, да, тогда оказывается, что и ментов нет, и никто с этим справиться не может. Вот я вечно привожу этот пример, когда по закону за валютные операции вас должны были посадить в тюрьму, а везде уже стояли ларечки и обменивали эту валюту. Вот, потому что все забили тупо. Да. А это уголовная ответственность, ребята. Да, то есть в тюрягу забирали людей за это дело. И этот закон действовал на тот момент. Вот. Его потом отменили, потому что, ну, понятно, что вот уже все. Вот оно уже здесь. Ну, вот. То есть можно было, конечно, танчиками подавить, да, там какое-то время, но вот оно вот работает вот так. То есть явочным порядком игнорировать, вот, это самый надежный путь. Стрёмный, опасный, да, безусловно. Для первых людей, которые начинают это делать, безусловно, это так. Вот. Но если человек уже доведен до ситуации, когда он, ну, грубо говоря, по-другому не может, да, когда таких людей становится много, ну, тогда вот так. Тогда это потом становится законным, да, тогда потом принимают. Ну, вот как это же всегда так. Священное право украинского человека иметь, значит, с собой маузер. Но почему? Потому что вот он ходит кругом, тут вот кого не возьми у каждого. Вот тогда, да, тогда это становится потом законом. Точно так же, как и в конце 80-х, явочным порядком бабушки стали... Сначала бабушки выходили, продавали все подряд, потом к ним присоединялось все больше и больше людей, и вся страна превратилась в один большой рынок, хотя закон о спекуляции никто не отменял, никаких законов, регулирующих продажу чего бы то ни было в каких-либо местах не существовало, но народ просто из-за того, что надо было выходить, надо было как-то себя кормить, выходили и устраивали базары и рынки в самых неожиданных, кстати, местах, но не то чтобы неожиданных, а там, где они как раз... Вообще это интересно, да, вот если возвращаясь к 90-м, это интересный процесс, как возникали эти вот базарчики маленькие, точки по продажам в таких местах, в которых ты их не ожидал. Но там, где был большой человекопоток определенных людей, там, например, возле детских поликлиник возникали рыночки, где продавали детские вещи, детское питание, там площадки, где перекрестки возле остановок, там возникали овощные рыночки, там продуктовые, появлялись продуктовые палатки, то есть спонтанный порядок, вот действие спонтанного порядка, если исследовать 90-е, кстати, вот это и есть спонтанные порядки во всей их полной красе. И том, как бандиты вначале крышевали, занимались рейкетом, потом стали вписываться в государство, объединялись с ментами. Ну, в общем, история 90-х, которые говорят как о чем-то ужасном. Это на самом деле очень интересная история, и она иллюстрирует массу вещей, которые, о которых мы можем, сейчас говорим теоретически, и тем, кто нас моложе, мы их рассказываем, они так, да вы что, такое было? Да, было, представляете? Вот он так работал рыночек, так действует, так работают спонтанные порядки, оно действительно так работало. И когда вместо одной бабушки появлялся рыночек, потом вместо рыночка появлялся там несколько этих павильончиков, потом вместо павильончиков появлялись ларечки, вместо ларечка потом оказывался магазинчик и так далее, а потом супермаркет. Ну и, в общем, так оно на самом деле и работает, как это ни странно.
Ну, час 20 мы проговорили. Тут у нас есть просьба опять о коротких определениях. Хотя вот просят, например, определение слова «право». Хотя у нас есть определение от Рачинского, но давайте еще и от вас. Что такое право? Не, ну Короткие. я так сказать, ну, быстро не смогу, потому что правом называют разные абсолютно вещи. То есть есть право как требование, да, то есть как claim. Вот у меня есть право там на что-то, да. И, кстати, часть правовой системы, она построена на этих claims. То есть право как спонтанный порядок – это другое, да. То есть право, в общем, называют систему норм. Система норм, которая складывается естественным путем, и которая регулирует те вопросы, которые не регулирует и не может регулировать. Где нужно строгие, во-первых, строгие, значит, какие-то определения, где нужна строгая классификация, то есть то, что не может регулироваться моралью и этикой. То есть если под этикой понимать внутренний кодекс, а под моралью понимать требования, значит, окружающих к поведению других людей. К вашему поведению, точнее. Да, этика – это то, как я себе мыслю, что я считаю правильным. Вот. Понятно, что могут быть другие определения морали и этики. В данном случае как бы я определяю их вот так, чтобы было удобно. То есть я их применяю вот к этому, да, как часть как бы нормативного всего вот этого вот корпуса, который регулирует наше поведение, включая право. Да. То есть право отличается от этого, от того и этого тем, что оно более строгое, вот, потому что оно работает с более как бы сложными ситуациями, прежде всего с такими, как нарушение прав собственности. Да, в данном случае право собственности здесь фигурирует как claim. То есть это вечная путаница, вечная путаница в этих словах, к сожалению, имеет место быть. Но англичанам еще хуже, у них там, допустим, право и закон – это вообще одно слово, да, они часто не различают эти вещи. Вот. Хотя на практике они очень, как бы четко довольно, по крайней мере, раньше различались. Вот. Так вот право – это есть вот как бы вот именно эта часть норм, да, которая регулирует наше поведение и делает возможность, скажем так, нас сотрудничать друг с другом, да, для того, чтобы выяснить, кто чью собственность как бы там нарушил, вот, кто кому должен, кто исполнил контракт, кто не исполнил контракт. Да, то есть вот для этого всего уже существует как бы система вот этих вот норм. Вот, оно возникает спонтанно. Вот, это спонтанный порядок. Есть определение Фуллера, которое тоже, оно очень общее, но его можно придерживать. То есть, когда он говорит, что право – это язык взаимодействия людей. То есть, отсылая опять-таки к спонтанным порядкам, к языку, к самой известной форме спонтанного порядка, он приводит такое определение, что право есть язык взаимодействия. То есть то, как люди формально взаимодействуют между собой, что язык – это формальная вещь, да, то есть можем взаимодействовать эмоциями, там, ласки строить, не знаю, там поведение, да, это тоже все способ взаимодействия, он считывается очень часто другими людьми, вот. А есть формальная как бы часть взаимодействия – это язык. Вот. Право вот является тоже такой формальной частью, значит, нашего взаимодействия друг с другом, то есть той частью норм, которая требует достаточной точности, вот, и которая, что важно, позволяет предотвратить конфликты между людьми и разрешать уже существующий конфликт. То есть в этом как бы его основная роль. Да? То есть я сказал, понимаю, что длинно, вот, но я не думаю, что может быть какое-то короткое определение права. Да? То есть, я допускаю, что как Фуллер. Можно сказать, но ты все равно как бы дашь только одну какую-то часть этой проблемы. Оно звучит красиво, но это не все. Да? Вот я попытался как бы сказать как можно больше о том, что это такое. То есть с разных сторон его подать. Да? То есть с этой. 5 минут достаточно много, можно себя не ограничивать, на самом деле. Может, до 5 минут можно рассказывать. Поэтому... А вы уложились гораздо быстрее, на самом деле, чем 5 минут. Хорошо, а тогда упомянули, что такое право собственности? Право собственности – это просто границы, да, вот, допустим, вот у нас есть такой Репин, который любит, значит, у него там межевая теория, но там Савини на самом деле отличился в этом. Это действительно так, да, то есть это границы твое и мое, да, то есть которые отделяют твое от моего. Вот. И понятно, откуда они возникают. Да. То есть, прежде всего, это неделимое и неликвидируемое право самопринадлежности, как естественное право. А естественное, опять-таки, тоже неверно часто понимают. Естественное – это от слова nature, да, то есть присущее.
Вот думают, что это что-то такое, как это сказать, некая такая фантазия, да, вот естественное право, вот, оно присуще в силу природы. Вот. Ротбард там начинает природное право, давайте так будем говорить, тогда это, может быть, станет более понятно, что вот есть всегда некие объекты, у них есть своя природа, вот, и наука, собственно говоря, эту природу и устанавливает. Да, вот человек, вот у него есть определенная природа. Левый исходит из того, что у человека природы нет. Вот в этом как бы фундаментальная тоже разница левого мировоззрения и, условно говоря, правого. Вот, либо не левого, там, неважно. Левый считает, что человек – это табула раса, на ней можно написать все, что угодно. Вот. А человек, значит, других убеждений, он прежде всего, то есть если раскопать и восстановить всю его как бы философское подгрунтя вот это вот, да, вот, то выяснится, что в итоге он вот как бы вот опирается на то, что у человека есть природа. Да? Так вот, в том числе эта природа состоит в том, что у него есть самопринадлежность. То есть он принадлежит сам себе. И отсюда вытекает уже то, как он присваивает себе другие вещи. Да? То есть он может эту вещь просто найти ничейную, присвоить ее себе. Она становится, как бы, грубо говоря, вот римское право рассматривало собственность как продолжение тела. Вот это как бы, довольно-таки такие интересная концепция и в чем-то правильно. Вот. Либо он может эту вещь обменяться с другим человеком, тогда она становится его, да, либо он может получить ее по наследству, вот, либо кто-то может ему подарить. Вот такие, значит, известные как бы способы апроприации предметов, да, для того, чтобы вы их использовали. И вот когда вот именно вот этим способом вы эти предметы получили, тогда право собственности не нарушается. Вот, тогда это ваше. Да? То есть, если я покупаю там что-то, покупаю землю, это земля моя. Вот, то есть, если сделка, значит, честная, я никого не обманул, вот, не под дулом пистолета как бы заключенная, вот, то тогда эта земля, которую я купил, становится моей. То есть, здесь уже моя граница как бы расширяется. И граница также расширяется и в других областях, где я что-то покупаю, где я что-то обмениваю, чего-то у меня становится больше. То есть мои вот эти вот границы меня, да, то есть меня, но с разной степенью. То есть жесткий я, условно говоря, с которым ничего нельзя поделать, то есть это мое тело. Вот оно всегда будет моим. А есть вещи, которые меньше и меньшей степени, жесткости, скажем так, принадлежат мне, да, потому что какие-то вещи могут просто совместно использоваться, да, то есть такая штука тоже, но тем не менее это все равно будет частная собственность, допустим, колодец, да, вот в селе каком-нибудь, вот его используют там соседи, но это строго определенная группа соседей. Там с другого села приехал, может быть, ему надо будет спросить у этих людей, а можно ли мне тут, значит, набрать водички. Вот, потому что когда он придет и сам начнет там набирать, на него могут, в лучшем случае косо посмотреть, да, а то могут подойти, задать вопросы, а кто такой, а почему. Вот. То есть нет никакого формального здесь права собственности на этот колодец, но его использует, значит, некая группа людей. Все остальные его не используют. Вот. То есть право собственности – это, конечно, экономически это исключение других из потребления, прежде всего, использование каких-то ресурсов, можно так сказать. Вот. Но в любом случае я говорю, что это граница, да, то есть границы разной степени жесткости. В случае колодца это мягкие границы. Вот. В случае, там, допустим, моего тела это границы жесткие, от которых просто мы не можем в силу природы вещей избавиться никогда. Да? То есть Ротбард пишет о том, что рабства в полной степени не бывает, он прав. Да? Почему? Потому что раб может покончить, у него остается одна опция – это покончить с собой. То есть он может отказаться от еды, там, откусить себе язык там, и тогда он все равно владеет своим телом. Даже если он там в кандалах там, и так далее. То есть все равно у него эта опция остается. То есть все равно он как бы решает, что с этим телом будет. Вот, поэтому рабство, с этой проблемой, я много раз говорил, столкнулись римские юристы. Вот у Савинии она хорошо описана, причем он специально ее не описывает, это можно просто проследить как бы в его трудах, где он там пишет о римском праве, и в частности о том, как оно менялось в отношении рабов. Вот. Сначала они пытались строить право, исходя, что раб – это вещь, вот. А в конце они уже договорились до того, что даже хозяин там типа не может убить своего раба, потому что это типа тоже человек. Вот, то есть он может раб этот должен ему служить там и так далее, и так далее. То есть он может его продать, этого раба, но убить он его уже не мог. Да, то есть, потому что, и, собственно говоря, вот эта история с рабами, она привела в итоге к вот этому правовому
универсализму, вот, когда людей стали считать одинаковыми как бы перед правом, то есть и рабство, соответственно, стало незаконным, потому что невозможно впихнуть в право рабство, вот, потому что все равно остается как бы опция того, что человек все равно владеет своим телом, что ты с ними делал. Вот, они это делали все, эти юристы, не из чувства там какой-то там гуманности, да, они это делали просто потому что пытались построить логичную, внутренне непротиворечивую правовую систему, а вот рабство все время им мешало здесь, потому что они никак его не могли туда впихнуть. Вот, и понятно почему, да, то есть понятно почему, то есть они этого сделать не могли. Вот, ну, примерно вот что такое право собственности. То есть самый простой аналог – это граница, которая отделяет твое от чужого, от другого, да, от любого другого. И эта граница, скажем так, должна признаваться другими. Вот самый важный момент, кстати говоря, который почему-то всегда забывается, и вот я тоже его забыл. Вот, это именно не потому что спросят, а кто тогда провел эту границу и почему? Она признается всеми остальными и в отношении себя. Да, то есть, когда говорят, что там вот убийца, он типа думает, что он, значит, там не нарушает права, он прекрасно это знает, потому что он, ну, как бы нарушает, потому что в отношении себя он тоже не хочет быть убитым. То есть он прекрасно знает, где эта граница проходит, прекрасно знает, что он совершает преступление. Вот, поэтому все эти, значит, попытки вот этих вот всех уловок, да, вот этих вот всех, да, они, конечно же, они работают, вот, потому что право работает именно таким образом. То есть это те вещи, которые признаются всеми другими и прежде всего в отношении себя. То есть почему мы говорим о том, что апроприация законная, да, то есть признаваемая правом происходит так и так, да, то есть там присвоение, покупка, обмен и так далее, потому что это универсальная штука, которую любой другой тоже признает в отношении себя. Именно это, а не какая-то хотелка там кого угодно, там Ротбарда или меня, или еще кого-то там, делает это таким образом. То есть эта вещь универсальная, она признается всеми, ну вот, каждым в отношении себя самого. Именно это и делает эту границу законной, да, законной. То есть такой, который вот работает в отношении его, вот, и каждый из этих людей будет согласен, что это вот действительно так. Вот, а не кто-то там придумал какую-то там схему и так далее, и так далее. То есть в Ну, этом вот смысле, да, то есть вот в этом смысле этот момент очень часто упускается. И поэтому на подсознательном уровне, да, люди всегда, а потом они спрашивают, а кто же это придумал, а кто же это установил, а почему это так? А вот именно так, потому что это работает в отношении всех людей. Ну, защитники государства говорят, что государство единственное, кто может гарантировать право собственности. Вот внесли государственный реестр, то, что это твое, и все уже знают, что это твое. А вот не будет государства, кто сможет гарантировать вот это право собственности? Тогда любой сможет прийти и сказать, нет, это мое, все. И договориться с соседями, они тоже признают, что это его. И на этом все Значит, закончится. если он договорится с соседями, значит, это и будет его. Вот, да, давайте так, да, то есть вот никогда не существует, опять-таки, сферической собственности в вакууме. Вот, это всегда некие объекты, которые существуют в социальном неком контексте, да, то есть, допустим, вот дом в селе, да, вот, все знают, чей это дом. Вот, и, допустим, там жила какая-то бабка, она умерла, и больше там никто не живет. Ну, типичная история. Ну, вот. Но если туда приедет, значит, жить какой-то сквоттер, да, его, наверное, попросят оттуда. Потому что даже несмотря на то, что сейчас никакие родственники претензий на этот дом не предъявляют, да, то есть клейм свои как бы не заявляют, вот это все равно как бы дом не сквоттера, да, хотя он пустой. Может, ему там и разрешат поселиться, да, но все равно перед этим будет разговор, придут соседи, а кто ты такой, а почему, вот, и будут выяснять, приходится ли он родственником этой бабки, да, если выяснится, что вдруг какой-то родственник, ну и ладно, и живи, да, то есть к нему не будет никаких вопросов, да, скорее всего. Ну вот. То есть все это работает вот так, да, то есть вот, кстати говоря, опять-таки в селе, вот не знаю, как на Западной Украине, а на Восточной это точно вот я сталкивался, то есть если вы там человек новый, да, то вас обязательно спросят, а вы чей? Вот, и вам надо рассказать, кому вы приехали, кто там, это ваши родственники или друзья, там, вот, а вот я там остановился там у таких-то и таких-то. Да, то есть вот после этого, да, становится ясно, то есть и вас уже дальше ассоциируют с этими людьми, вот, и эти люди уже как бы отвечают, там, условно говоря, за ваше поведение, что вы там
не пьянствовали, не дрались ни с кем. Потому что если это произойдет, придут к ним. Да? То есть вот так это работает. То есть всегда есть система вот этой вот взаимосвязи даже в городах. Казалось бы, там мегаполис, там типа вот, там каждый по себе, ну вот там человеческий этот муравейник, тыры-пыры, никто никого не знает. Нет, это все работает, да, там это работает хуже, чем в малых таких вот группах, но это все равно работает. Вот, то есть никакое государство нам для этого не нужно. Вот, нам, да, какой-то реестр, безусловно, в большом обществе, безусловно, какие-то реестры будут, но они будут играть, ну, такую просто функцию записи, что вот это было вот этого, а это было вот этого, а это было того, а потом он продал вот это, ну, реестры могут быть и частными, и их может быть много, вот, но сам по себе запись в реестре не является правом собственности. Да, потому что право собственности штука социальная. Если вас какой-то жулик, значит, там запишет на себя в реестре, вот чем отличается государственное право от нормального, что жулик может записать в реестре, сейчас в государственном, переписать себе быстренько, что происходит, кстати говоря. Вот, и сейчас, я думаю, массово будет происходить в связи с войной, вот, с тем, что люди уехали там и так далее. Перепишут тихонечко, значит, там квартирку вы приедете, значит, а квартирки нема. Вот. Это возможно только в государственном, так сказать, праве, вот где реестр фактически равноправен, так сказать, праву собственности реально. Вне государственном такого быть не может. Запись в реестре – это просто, значит, как бы фиксация на некий момент некого правового состояния. Если оно изменилось, а в реестре не отражено, вот, либо реестр подделан, то это ничего не делает с правом собственности. И сейчас, кстати, она тоже не делает, просто вы доказать не сможете ничего, потому что любой судья скажет, ну вот же в праве собственности записано. Вот. И если там все сделано технически грамотно, вот, то есть вы можете поймать этого человека, если он где-то там напортачит там, с какими-то, значит, техническими моментами, вот, и вы сможете сказать, что он там не то записал, не так, вот, и еще что-нибудь, тогда да. Вот. Но в свободном обществе вы приедете, а там соседи, значит, к примеру, да, которые скажут, что вы тут жили всегда. А вот этих мы не знаем, кто это такие. Вот. И с записью реестра идите куда подальше, любого. Вот, вот и все. Сегодня, кстати, уже эти случаи есть. Уже был случай в Одессе, когда консул в Турции фальсифицировал апостиль, присылал нотариусу в Одессе, и нотариус в Одессе переводил собственность людей, которые выехали из Одессы, на свою компанию. Этот случай уже был, и они погорели на том, что они перевели собственность человека, который никуда не выезжал. В смысле, выехал и успел вернуться, и когда приехали заселяться, там оказались люди, и поэтому начал раскручиваться скандал, и история стала известной. Но я думаю, эта история просто одна, а мы еще узнаем о массе таких историй. Да. Но это так, к слову, уже пришлось. Мы проговорили уже 1:36. Мы бьем каждый раз рекорды. Время пролетает незаметно, поэтому будем все-таки, как бы не хотелось не заканчивать, но все-таки будем заканчивать. Тех, кто нас смотрел, спасибо вам большое. Спасибо большое, Владимир, что вы уделили уже 1:40 своего времени на нашу беседу. Тех, кто нас смотрел, но до сих пор не подписался, подписывайтесь на канал, разбрасывайте ссылки, чтобы о нас знали больше. Пишите комментарии, ставьте вопросы. В следующий раз мы ответим на ваши вопросы. И можете, и опять же в комментариях у нас уже образовался клуб людей, которые дискутируют между собой. Сюда уже, в связи с тем, что у нас смотрят уже больше 2000 человек, прибегают люди самые разные, самые интересные. Так что подключайтесь в комментарии, можете оттачивать свое мастерство дискуссии на либертарианские темы. Мы всегда открыты. Комментарии, кстати, я не удаляю ни один. Может, YouTube иногда по непонятным причинам удаляет комментарии. Для меня это загадка, как он решает, почему их надо удалять. Я их не трогаю, говорю сразу. Я ни один комментарий не трогаю. Насколько бы он мне нравился или не нравился, они все есть. Так что вступайте в дискуссию, ведите разговоры и будем продолжать дальше. Поэтому всем спасибо и до встречи через неделю с Владимиром. Ну, а на неделе уже традиционно по графику, по нашей программе телепередач. Вы всегда можете знать, чем мы будем заниматься в течение недели. Все, всем спасибо, до свидания. Спасибо большое. До свидания.